Ты ищешь способ сделать классную тень в игре, ты попал куда надо. Даже если не ищешь, останься и узнай, как сделать такую красоту. Казалось бы, что сложного добавить спрайт черного цвета и уменьшить его непрозрачность. Но результат не тот, который нам нужен. Что будет, если наложить одну тень на другую? Все верно, выглядит не очень. По крайней мере, мне такое не нравится. То есть наша цель сделать, чтобы это выглядело так. Чтобы тени также оставались полупрозрачными, но в то же время соединялись в одну. Для создания теней нам потребуется узел Canvas Group, который объединяет несколько 2D-узлов в одну операцию рендеринга. Все просто. Первый шаг — создаем узел Canvas Group. После этого добавим несколько спрайтов теней в созданный Canvas Group. Третий шаг еще проще. Кликаем на Canvas Group, переходим в Visibility и снижаем непрозрачность в Self Modulate. Мои спрайты теней черного цвета. Исходя из этого, мне достаточно поменять только непрозрачность. Но в Self Modulate можно менять непосредственно и сам цвет. Например, если вы хотите более синие тени, но в таком случае сразу делайте спрайты белого цвета. Как ты понимаешь, тень — это отдельный спрайт. Если твой основной спрайт уже содержит тень, то их надо разделить. Со статичными объектами все просто. А вот с динамическими, например, игрок, потребуется пару дополнительных движений. Тень должна следовать за объектом. Для этого создаем переменную Shadow с аннотацией Export, чтобы мы могли поместить туда нашу тень в редакторе. Тут, кстати, важно сразу указать тип узла. В моем случае это Sprite 2D. После того, как мы поместили тень в переменную, напишем простой метод, который будет менять позицию Shadow на позицию основного объекта. Ну и этот метод надо где-то вызывать, а лучшее место — это внутри метода Process, который вызывается каждый кадр. Кстати, хотел бы добавить, что Canvas Group объединяет все 2D-узлы, которые лежат в нем, поэтому тайлмапы тоже можно и нужно использовать. Теперь, когда у нас есть наша тень, можно играться с ее параметрами, чтобы достичь желаемого эффекта. Можно экспериментировать с непрозрачностью, цветом и даже размером тени, чтобы сделать ее более интересной и стилизованной под конкретно вашу игру. Помните, что тень — это важный элемент дизайна, который может значительно повысить визуальное впечатление игры. Уже поздно, я спать.